Только лучший таксопарк, только Такси Хайп. Ждем именно тебя. WhatsApp и Telegram в описании. Приходи, подключим тебя за 3 секунды. Выводить будешь бабки, когда захочешь, ежедневно, ежечасно, ежеминутно. И у нас очень крутая служба поддержки. Жду, пиши. Ну давай, жучка, понапокупают говна японского по 300 лошадиных сил 89-го года выпуска, блядь. И еле-еле едут, блин. Хотя у меня примерно такая же машина в молодости была. Сука. У меня не было денег на бензин. Она жрала масло с бензином 1 к 1. И, короче, нахуй я ее купил вообще. Вот такая история, блин. Так, ладно, чё. Алло. Алло. Да, добрый день. Скажите, пожалуйста, это такси? Вы подъехали? Нет, еще вот я сейчас к вам через пару минут буду. Kia Crossover, да, у меня этот Sorento новый, да. Пожалуйста, а вы не брендированы, у вас нет наклеек на машине? Ни одной. Ни одной наклейки нету. Буду вас ждать. Ну, подъезжаю, да? Алло, подъезжаю, да? Ничего не понимаю. Что это? Что это? Кроссовер, не наклейка, буду вас ждать. Ну, ждите меня, ждите. Люблю, когда меня ждут, особенно женщины. Надеюсь, симпатичные. Надеюсь, симпатичные. Хотя в моем возрасте можно уже и не выебываться. Можно уже и не симпатичных. Да не, шучу, конечно. Ненавижу этот переезд между Ивана Черных и Старопетерговским. Щель узкая, как очко монашки, блядь. Здесь не разъехаться ни хера. Да, добрый день. Здрасте, здрасте. Садитесь аккуратно. Ой. Не, сильнее дверку надо закропнуть, но она не закроется. Ага. Спасибо. Так. Знаете, Да. сейчас мы никуда не едем, но вы не переживайте. Вот. В смысле, никуда не едем? Просто, вы знаете, у меня такая ситуация. Понимаю, что, может быть, никому не интересны мои семейные проблемы, но тем не менее. Просто Так. у меня там с мужем такой, ну, скажем так, кризис в отношениях. Так. Знаете, ну, у всех, наверное, бывает. Вот. Я только на остановке стою. Можно я вот сюда встану, на эту сторону? Ну да, конечно, это принципиально. Спасибо. Вот, и просто что-то у нас как-то в отношениях с ним сейчас совсем все неладно, и он постоянно говорит, что я ничего не умею, как бы все разучилась, там, не готовлю, как-то в принципе перестал меня ценить. Так, и? Не знаю, в чем дело, то есть раньше все было вроде бы гладко, а сейчас у нас, как, знаете, как все под откос просто идет. Вот. Я на всякий случай просто... Да. Я, если что, таксист, я не скорая психологическая помощь. Нет, вы что? Ну, то есть я реально, у меня и образования такого нет, если что. Если вы меня просто вызвали, чтобы как бы, что, я совет какой дал, ну, я думаю, что... Нет, не за советом. Нет? Мне вот больше, на самом деле, машина нужна ваша была. Машина моя? Ну, вы не отнимете ее, нет? Или что? Типа, мне нужна была ваша машина, выходи отсюда, нет? Нет, просто хорошо, что она не брендирована, тут без наклейка, потому что я просто сказала мужу сейчас, что ко мне подъехала коллега по работе. И просто вот... Подъехал коллега? Подъехал коллега, да, чтобы он именно понимал, что мужчина со мной какой-то подъехал на машине. У вас хорошая машина, пусть муж вообще-то мой видит, как бы на каких машинах. Ко мне коллеги подъезжают, да? Коллеги подъезжают, да. Вот, просто чтобы, ну, как-то он все-таки вызвать в нем какую-то эмоцию, чувство ревности. Ах, вот оно что! Вот вы хитрюшка какая, а! Ну, а что? Ах, какая вы хитрюшка, а вы коварная женщина, ну, я нет? бы прям не назвала это прям, чтобы это уж какая-то сверхковарность. Ну? Просто хотелось бы вызвать в нем эмоцию, какое-то чувство, чтобы что-то... Так, а он нас типа в окно видит, да, что ли? Я вот думаю, что мы правильно припарковались, он сейчас, возможно, даже смотрит. Понятно. Вот, и машина хорошая, поэтому пусть сейчас там думает, пусть даже себя там сейчас накручивает. Вот, ну, в общем-то, надеюсь, что это сработает, мой план, поэтому спасибо вам большое. Не, ну, как мне на самом деле даже лучше, что я никуда не еду за эти деньги. У меня вопрос, ты знаете, какая такая мысль? Я просто по себе знаю, да, я, например, юноша, в кавычках, эмоциональный, да, то есть, ну, я не всегда могу контролировать свои эмоции, хотя стараюсь этим
заниматься как-то в процессе. А вот с вашим мужем не получится такого, что вы вот сейчас пытаетесь его на эмоции вывести, придете домой, он двухстволку, который в 78-м году его дед Бобров валил, возьмет как бы и по Чехову, если на стене висит ружье, то оно должно выстрелить. Не получится так, нет? Только он у меня неадекватный. Знаете, мы как бы там уже 5-й год в браке, я его достаточно хорошо знаю, я не думаю, что его прорвет сейчас настолько, что он там с твоей двухстволкой. Вот, но, слушайте, пусть даже хорошо, что будет небольшой скандал. Я готова, я как раз-таки его и вызываю на эмоции с целью, чтобы какой-то скандал все-таки спровоцировать. Нет, ну, если, конечно, он там прям начнет как-то прям буянить и руку на меня поднимать, ну, если уж что, если я уж пойму угроза жизни, я покажу ему, что это просто вот-вот, у меня же тут все записано, такси, тут вызов. Поэтому я просто ему докажу, что вы таксист. Ну, если уж дело дойдет до таких каких-то разборок и рукоприкладства, ну, я надеюсь, что такого не будет. Широковато у вас машина есть? Смотрите сами. Я не специально, если что, делаю жарко, чтобы девушки раздевались у меня здесь. Нет, я ничего, это не претензии. Не претензий ничего. Ну, я надеюсь, что у вас все будет хорошо, на самом деле, в этой истории. Спасибо. Вот, и смотрите все равно аккуратнее, не довызывайте ревность так, что как бы он там... Нет, но я все-таки с умом, и я его знаю, 5-й год, поэтому, мне кажется, я рассчитываю эту дозу верно. Да? Просто не помните, да, все эти фразы в тихом омуте, кто водится, да, и вообще, да, что у всего есть температура плавления, и не тормошите терпеливого человека, да, там, не дай бог вам разозлить такого, ну, то есть там дофига всяких нюансов есть, люди же по-разному себя бывают. Да, вы смотрите, потому что вы очень неплохо, так скажем, выглядите, вот, и будет жалко, если вас там повредят каким-то образом. Ну, слушайте, спасибо вам огромное за поддержку, прям очень приятно, спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Пойдете? Да. Ну все тогда, что, удачи вам. Да, и вам всего доброго, хорошей дороги. Все, ладно, пока. Приятных попутчиков, клиентов. До свидания. До свидания. Угу. Это, конечно, друзья мои, первый раз на моей памяти такая история. Прям бразильский какая-то турецкая мелодрама. А кто-нибудь, интересно, женщины смотрят? На самом деле пришла ко мне мысль в голову о том, что вот почему куча отказов. Да? Куча отказов. То есть вот такие вот дамы вызывают нашего брата-таксиста, звонят, брендированное, не брендированное, или изначально, да, вызывают, попадается какой-нибудь Поло, там, Солярис, как правило, брендированные, они дают отказ и ждут какую-нибудь тачку, которая, ну, с большей вероятностью не будет брендированная. Чтоб вот так вот делать, а? Мужики, так что, если ваша жена пошла вниз к коллеге кому-нибудь в машину, помните, епта, что она может быть с таксистом. И, кстати, я могу сказать, что я мог бы, наверное, постараться вызвать реальную ревность у этого мужа. Вот, прям в этой машине прямо сейчас, но... Она еще в таком платьице была, я не знаю, вам заметно было или нет. Короче, неважно, что я все... Спокойно! Что я вдруг себя стал так плохо контролировать? Конечно же, внимание собаки приятно, не говоря уже про таксистов. Поэтому, конечно же, мне приятно, особенно когда меня гладят по ручке. Я прямо так, у меня мурашки размером с кулачок бегают по мне сразу. И я такой думаю, ё-моё, не зря я пошел в такси. Да, не зря. Вот вы мне все время пишете в комментариях: блять, у тебя чё не история, то пиздатые тёлки. Друзья мои, просто это 1% из 100. 99 поездок там обычные поездки с обычными, вообще ничем не примечать, и одна какая-нибудь вот такая вот интересная, ну, более-менее интересная. Просто я неинтересные не показываю. Если бы я их показывал, вы бы там, блядь, как в Санта-Барбаре бы охуели смотреть бы все это и вычленять там. Просто вам это никто не показывает. А работаю-то я много. На тачка сама на себя не заработает, понимаете?
Вот такая история. Пишите, у кого жены часто бегают вниз к коллегам по работе. Пишите, очень интересно. Будем считать, сколько нас таксистов помогает сохранить семейные отношения. Пишите.